Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я к вам пришла вот с таким джемпером. Для многих вязальщиц такой узор – это настоящий лакомый кусочек. Я знаю, я люблю патентные узоры, я люблю косы. И знаете, несмотря на кажущуюся сложность узора, он довольно элементарный. Вот эти вертикальные составляющие узора меня всегда манили и притягивали. Вот, посмотрите внимательно, какой узорчик интересный. Вот это вот все такое заманчивое, интересное. Я составила инструкцию по вязанию этого джемпера на разные размеры. У нас будет схему, я тоже схему нарисовала. У нас будет выкройка, форма меня тоже вполне устраивает этого изделия. Объясню, почему я... В общем-то, считаю, что вот данное спущенное плечо, да, вот это вот пышный рукав, все в тему. Ну, вот реально, вот в данном случае для данного джемпера это в тему. Почему в тему? Потому что хорошо смотрится в стиле оверсайз, то есть свободный крой, совершенно свободный крой. Вот этот узор идеально вписывается. Деталечки у нас здесь вяжутся раздельно. Обожаю такие рукавчики с пышными вот этими такими наплывами. Показываю вам эту модельку, приближаю вам этот узорчик. Смотрите, какой он классненький. Вот, у нас сегодня будет с вами полноценный разбор. И узор будем вязать, и плотность определять, и выбор пряжи. Я вам покажу сразу несколько вариантов пряжи, которые подходят для данной модельки. Мы свяжем с вами образец и будем составлять инструкцию по вязанию на размерчике, значит, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это европейские размерчики. Вот, прекрасная моделька, подойдет на все эти размеры. И даже на 52, я думаю, будет с успехом смотреться. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Потому что узор у нас вертикальный, и не нужно стесняться своих размеров. Надо любить себя, девочки. Часто мне пишут: ой, там вот на худеньких хорошо, на толстых плохо. А вы сделайте его подлиннее, а вы оденьтесь так, чтобы прикрывало все ваши толстые места, и чтобы это красиво смотрелось. Накрасьтесь, приведите в порядок свою прическу, и будет вам праздник. Не нужно так себя принижать. Свои размеры надо любить себя такой, какая вы есть. Вот это мой ответ всем, мое мнение, всем, кто так вот сильно сомневается в своих размерчиках. Это машинная вязка, девочки, поэтому здесь очень тоненькая ниточка используется. Конечно, вы тоже можете по аналогии взять пряжу тоньше, чем я предлагаю в сегодняшнем видеопроекте. Вот. И у вас тогда совсем прям будет один в один. Но смысл, да? Мне кажется, что крупной ниточкой, толстенькой, ну не толстая, она средняя будет пряжа, средней толщины. Вот чуть-чуть покрупнее, если будет пряжа, то это совсем не ухудшит, а наоборот улучшит ситуацию. Ну, я так думаю, что крупная вязка очень-очень в тренде, очень шикарно смотрится. Это спинка. Вы видите, спинка также связана узором. У нас сегодня в описании все то же самое будет. Так, ну, в общем, полистала, показала, приблизила, все как есть рассказала. Ну, а теперь, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Так, девочки, для вязания данного джемпера я выбрала пряжу Белграде, альпака плюс мохер. Это фирма турецкая Этрофил по итальянской лицензии изготовлена. В составе у нас очень там много всего написано. Давайте посмотрим. 10% кит мохер, 5% бэби альпака, 55%
70% полиамид, 30% вискоза. В 50 грамм 150 метров. Пряжа очень шелковистая, необычайно мягкая, абсолютно приятная в обращении. Совсем, в общем-то, практически идеальный вариант. Средней толщины идеально подходит для плечевых изделий. Для спицы я взяла 3,5, пользовалась. Вот. В общем, вот так выглядит связанный нами образец. Пряжа немножко пушится, хочу сказать, хорошо скручена. И, в общем-то, образец просто тоже шикарно получается. Я думаю, что эта пряжа будет идеально в носке, то есть она будет износоустойчивая. И вот так выглядит наш узор с вами. Вот такое чередование в шахматном порядке кос патентных и обычных таких плоских кос. Вяжется схема, у нас составлена, узор вяжется очень легко, много повторяющихся моментов, то есть вот этот полупатентный узор и, в общем-то, вот эти перекрещивания. То есть я, в принципе, могу сказать, что девочки, не имеющие большого опыта, вполне освоят этот узор и свяжут этот красивый джемпер. Решила не обходить стороной замену данного вида пряжи. Она все-таки не самая дешевая, и не каждый может себе позволить эту роскошь, да, такую дорогую пряжу. Ну, она тоже относительно дорогая, я видела значительно дороже. По-моему, моточек около 350 грамм моточки. Получается около 300 рублей. Стоит он в интернет-магазине. Поэтому я вот сейчас вам показываю более бюджетный вариант. Например, Alize Lana Gold Fine. Это тоже турецкая пряжа из бюджетных. У нее шикарный состав: 50% шерсть, 50% акрил. В 100 грамм 390 метров. То есть она такая у нас хорошо расходуется. Ну, цвет вы, конечно, можете подобрать любой. Так, дальше. Вот эта пряжа тоже шикарная и тоже не дешевая, но она и тоже идеально вписывается в данный джемпер. Пряжа Yarn Art Silk Royal турецкого производства, в 50 грамм 140 метров. У нее тоже очень хороший состав: 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Вот, она немножко пушится, идеальный вариант, вполне подойдет в плотность. Из хлопковых пряжей Alize Cotton Gold подойдет. У нас, видите, в 100 грамм 330 метров. Тоже подходит по плотности. Турецкая пряжа. Цвет тоже можете выбирать, какой хотите. Это полухлопок. 55% хлопок, 45% акрил. Хорошо подойдет, в плотность попадете, пряжа Yarn Art Merino Deluxe 50. Шикарная пряжа, полушерстяная турецкая. Так, что у нас тут произведено в Турции? 511 цвет, 50% шерсть, видите? И 50% акрил в метраже, 100 грамм 280 метров. Тоже очень хорошо подойдет. Цвет только не совпадает с оригиналом. Ну, в принципе, оттенки, они все очень похожие, да? Так, из российских очень подходит, тоже подойдет в плотность прям идеально. Это пряжа Camtex белорусская, серия Classic. Видите, в 100 грамм 300 метров. Вот. Она тоже немножко пушится, очень хорошо ведет себя в носке. И она дешевая, недорогая, хорошая, бюджетная, оптимальный вариант. Ну и пряжа, которая мне всегда нравилась, тоже бюджетный вариант, Alize Lana Cotton. В 50 грамм 160 метров и в составе 26% шерсть, 26% хлопок и остальное акрил. То есть такая натуральная тоже основа, прекрасного качества, видите, да, тоже хорошо скручена, прекрасно ведет себя в носке и она недорого стоит. Так что, мои хорошие, вот вам много всяких альтернатив. У меня есть видео, где я тоже показываю вам различные варианты пряжи.
который подходит по плотности для плечевых изделий. Будет очень хорошо выглядеть плечевые изделия. Ну и все они практически бюджетный вариант. Итак, мои хорошие, давайте смотрим схему узора. Я нарисовала схему узора. Перед вами раппорт узора. 24 петли в ширину, 40 рядов в высоту. Такой раппорт. Вяжется элементарно. Очень много повторяющихся моментов, когда у нас ряды чередуются одинаково совершенно. Здесь все в шахматном порядке меняется. То есть эта часть переходит сюда, потом эта часть переходит сюда. Девочки, вяжется легко. Вот реально легко. Так, и у нас условное обозначение всегда часто вас интересует. Смотрите, вот эта черточка по вертикальная черточка, это лицевая, горизонтальная черточка изнаночная, да, это вы уже знаете. Здесь у нас пустые клеточки, это я для наглядности не стала здесь вот эти черточки рисовать, вертикальные. Это пустая клеточка, это тоже лицевая петля. И это перекрещивание 6 лицевых петель направо. Понятно, да? Все время у нас направо перекрещивается 6 петель. Так, ну и все, вот и все условные обозначения. Вот такой простой узор. Кстати, это не просто резинка, да? Вы, наверное, все поняли. У нас тут все вязальщицы собираются. И вы сразу определяете, что в схеме я схематично изобразила лицевая, изнаночная. Это полупатентный узор. Так у меня чередуется. Он реально там чередуется лицевая, изнаночная, которые по-особому вяжутся с накидом. И мы об этом более детально поговорим, когда будем вязать узор. А сейчас, девочки, делайте скрин экрана, схему фотографируйте для своего использования. У нас будет с вами использоваться та же выкройка. Давайте посмотрим эту выкройку. Вот она у нас такая. Приближаю. Я здесь сделала такой небольшой квадратную, ну, скажем так, несколько петель, решила, что их надо закрыть для такой импровизированной проймы. Вот. Я думаю, что я увидела, что вот у нашего оригинала, у модели, тоже присутствует такая пройма. Несмотря на то, что спущенное плечо, да, все равно она присутствует. И, в общем-то, скос рукава у нас будет тоже, в общем-то, рукав у нас, как вы видели, здесь идет очень широкий, поэтому сразу после резинки мы много прибавок делаем, девочки. Об этом я детально буду рассказывать в расчетной части, поэтому скос у нас будет здесь такой тоже импровизированный, всего на 2 и 3 размер по 2-4 петли будет всего прибавляться по нашим расчетам. Вот. А для 1 размера вообще сразу начинается узор и вяжется по прямой. Вот так. Понятно, да? Ну, все детально мы расскажем и опишем. Вот у меня есть такое описание, которое я всегда выкладываю под видео. Стараюсь вам посчитать все здесь, описать подробные последовательности ваших действий. Здесь вот, как я уже говорила, у нас используются, значит, размерчики 42, 44, 46. Так, мои хорошие, давайте не будем тратить времени и приступаем к вязанию образца узора. Девочки, для вязания образца я набрала 41 петлю. У нас будет вязаться с вами раппорт узора и 15 петель крайне левых для симметрии я делаю, чтобы это было наглядно видно, как вяжется, да? И начинаем с вами с 1 ряда вязать узорчик. Следующим образом показываю. Вяжем 1 ряд узора. Кромочную сняли, 3 изнаночные. Затем вяжем с вами 6 петель, перекрещиваем направо. Для этого я снимаю 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли у меня будут за работой, следующие 3 петли перед работой. Я с помощью правой спицы возвращаю их на левую. Поменяли местами и провязали все 6 лицевыми.
Остались 3 лицевые, которые мы тоже в косе вяжем лицевыми. Это наша коса. Дальше идут 3 изнаночные. И дальше 9 петель вяжется полупатентным узором. Следующим образом вяжется первый ряд этого узора. Всего 2 ряда содержит данный раппорт. Значит, первая петля у нас идет лицевая, затем мы делаем накид и петлю снимаем, не провязывая. Снова лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Связали 9 петель. Это был первый ряд. Сейчас я покажу, как вяжется изнаночный ряд. На этом у нас заканчивается раппорт узора, который включает у нас 24 петли, да? И помните, я говорил, 15 петель мы вяжем для симметрии. Мы их повторяем вот так же, как первые в раппорте эти 15 петель. То есть мы вяжем с вами, опять начинаем 3 изнаночные, повтор раппорта идет. Только первые 15 с раппорта вяжем. 3 изнаночные, затем 6 петель перекрещиваем мы с вами сейчас направо. Снимаем 6 петель на правую спицу и меняем их также местами, как вот недавно меняли. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли местами и провязали как 6 лицевых. Остались у нас 6 лицевых в косе и 3 изнаночные. Все. Кромочная тоже изнаночная. Связали первый ряд. Переворачиваем второй ряд. Мы будем вязать с вами. Я тоже покажу, как вязать изнаночный ряд. Нас будет интересовать наш полупатентный узор. Итак, мы вяжем с вами 3 лицевые, то есть тут вяжем, как смотрят петли, затем идут у нас 9 изнаночных, это наша коса, где мы лицевые с вами вязали, помните, перекрещивали. Начинается далее идут опять 3 лицевые, в полупатентная резинка вяжется следующим образом. Значит, у нас с вами вяжется изнаночная петля. И та петля, которая была с накидом, вяжется лицевой. Снова изнаночная. Та петля, которая была с накидом, вяжется лицевой. Изнаночная, петля с накидом, лицевая. Изнаночная, петля с накидом, лицевая. Изнаночная. Так вяжутся у нас с вами все изнаночные ряды полупатентного узора. И далее снова идут 3 лицевые, 9 изнаночных, это наша коса, и 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Это был второй ряд узора. Переходим к третьему ряду. Вяжем раппорт снова. Первая петля кромочная и 3 изнаночные. Сейчас в косе нашей на 9 петлях первые 3 лицевые мы просто вяжем, не перекрещиваем их. А вот следующие 6 петель перекрещиваем снова направо. Снимаем 6 петель на правую спицу и меняем их местами 3 на 3. Первые 3 петли за работой, следующие 3 перед работой. Перекрестили их вот таким образом. И все 6 провязали лицевыми. Вот. Далее идут 3 изнаночные и 9 петель полупатентного узора. Вяжем первая петля лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Снова лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Я больше так подробно
полупатентный узор показывать не стану, девочки. Я думаю, что вы освоили технику его исполнения. Я буду просто говорить 9 петель вяжем полупатентным узором. Так, связали раппорт узора на 24 петлях. И далее у нас идет для симметрии 15 петель узора. То есть повтор идет раппорт. 3 изнаночные снова. И в косе первые 3 лицевые, следующие 6 петель мы перекрещиваем направо. Снимаем также 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли местами, все 6 вяжем лицевыми. И осталось у нас 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Вот таким образом. 4-й ряд мы вяжем, переворачиваем по узору петли, да, не забываем про полупатентный узор, как он вяжется, я показала уже в изнаночном ряду. Все, мои хорошие, самостоятельно вяжем. Кромочную снимаем, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять 3 изнаночные. Значит, дальше вяжем наш патентный узор. Значит, вяжем первая лицевая, делаем накид. Петлю снимаем, не провязывая. Снова лицевая, накид. Петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, 3 изнаночные. И далее вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная, связали 5-й ряд, переворачиваем и вяжем петельки по узору. 7-й, 9-й ряды мы вяжем точно так же, как сейчас связали 5-й ряд, один в один. Встречаемся с вами, девочки, в 11-м ряду. Так, у нас 11 ряд с вами, вяжем 11 ряд. 3 изнаночные, перекрещиваем 6 петель направо, снимаем 6 петель на правую спицу, первые 3 петли за работой, следующие 3 перед работой и вяжем их как 3 лицевые 1, следующие 3 лицевые 2, и остались у нас еще 3 лицевые просто. Связали. Далее идут 3 изнаночные. И далее опять полупатентный узор. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. В общем, вяжем эти 9 петель полупатентного узора. Далее опять 3 изнаночные. И повторяем, девочки, с вами перекрещивание на 6 петлях направо. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли за работой, следующие 3 перед работой. Меняем местами и вяжем все петли лицевые. 9 лицевых у нас получается в косе. Связали. Далее опять идут 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Переворачиваем и 12 ряд вяжем по узору петли. У нас 13 с вами ряд. Вяжем 3 изнаночные, 3 лицевые. Перекрещиваем с вами следующие 6 петель направо, снимаем их на правую спицу 6 петель. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой.
меняем местами. И все вяжем лицевыми. Связали. И далее у нас идут 3 изнаночные и 9 петель полупатентного узора. Опять 3 изнаночные. И в нашей косе то же самое. 3 лицевые вяжем. Следующие 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли за работой. Следующие 3 петли перед. Меняем их местами. И вяжем как 6 лицевых. Связали, да? И осталось у нас с вами 3 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Связали. Все. И далее у нас с вами переворачиваем 14 ряд, вяжем по узору. 15 ряд мы будем вязать следующим образом. 15 вяжется так же, как 17 и 19. То есть 3 изнаночные. И начинается наша полупатентный узор вязаться. Первая петля лицевая, затем накид, петлю снимаем, не провязывая. Снова лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. 3 изнаночные. Далее опять 9 петель нашего полупатентного узора. Связали. Опять 3 изнаночные. И там, где была коса, снова повторяем полупатентный узор. Там, где коса, вяжем первая петля лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Осталось 3 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем наше вязание и вяжем все петли по узору. Следующие 17 и 19 ряды мы вяжем так же, как сейчас связали 15 ряд. Абсолютно, девочки, также вяжем самостоятельно. В 21 ряду, девочки, у нас с вами в шахматном порядке меняется расположение мотивов. То есть вот эта коса наша сейчас будет по центру вязаться, а с двух сторон у нас будет полупатентный узор. Вот и все. Ничего здесь нет тяжелого, сложного. Итак, вяжем с вами первые 3 изнаночные. Затем идет 9 петель полупатентного узора, лицевая. Ну, в общем, я не буду показывать еще раз. Вяжем 9 петель полупатентного узора. Связали. 3 изнаночные. И наша коса начинается. Сейчас мы будем с вами перекрещивать 6 петель первых направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Так, правильно? 5 у меня, 6 надо. И смотрите, как мы и делали. 3 петли первые за работой, следующие 3 петли перед работой. Здесь вот, видите, они не очень так хорошо себя ведут. Те, которые высвобождаются. Поменяли их местами. И далее все 6 вяжем лицевыми. Связали. Осталось 3 лицевые. Связали косу. Далее 3 изнаночные и 9 петель полупатентной резинки. Лицевая,
накид. В общем, вяжем самостоятельно 9 петель полупатентной резинки. Связали. Далее идут 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. 22 ряд вяжем по узору. 23 ряд вяжем. Первая петля кромочная, дальше идут 3 изнаночные, 9 петель полупатентного узора, три изнаночные. Далее вяжем перекрещивания. Сейчас будут 3 первые лицевые в косе, а следующие 6 петель перекрещиваем направо. Все 6 петель снимаем на правую спицу. Первые 3 петли за работой, следующие 3 петли перед работой. Меняем их местами. И все 6 вяжем лицевыми. Связали. Далее идут 3 изнаночные и 9 петель полупатентной резинкой. Связали. 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Вот так выглядит сейчас наш связанный узор уже. Вырисовывается кое-что интересное, правда? Переворачиваем. 24 ряд вяжем по узору. 25 ряд у нас с вами. Вяжем следующим образом. Первые 3 изнаночные. 9 петель полупатентного узора. Три изнаночные. И далее в середине, где у нас идет коса, просто 9 лицевых. Раппорт связан, да? Далее вяжем 15 петель, которые у нас были для симметрии, то есть это 3 изнаночные, 9 петель полупатентного узора, три изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. 26 ряд вяжем по узору. Следующие 27, 29 ряды мы будем вязать как смотрят петли. То есть также вязать будем как 25 ряд. Самостоятельно 27, 29 ряды вяжем. Встречаемся в 31 ряду. Итак, 31 ряд, девочки. Сейчас в косе, вот в этой, будет перекрещивание у нас. Мы уже практически скоро свяжем раппорт узора. Итак, начинаем 3 изнаночные, 9 петель полупатентного узора, три изнаночные и перекрещивание у нас снова с вами в косе 6 петель направо перекрещиваем, снимаем 6 петель на правую спицу, первые 3 петли за работой, следующие 3 перед работой поменяли их местами, все 6 провязали лицевыми. И еще осталось 3 лицевые в косе. Связали. Дальше 3 изнаночные и 9 петель полупатентного узора. Снова 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связан 31 ряд. 32 ряд мы вяжем как
у нас смотрят петли по узору. 33 ряд вяжем. 3 изнаночные, 9 петель полупатентного узора, снова 3 изнаночные, далее в косе первые 3 лицевые, следующие 6 петель перекрещиваем направо, снимаем 6 петель на правую спицу, первые 3 за работой, следующие 3 перед работой, меняем местами и все 6 вяжем лицевыми. Связали. Снова 3 изнаночные и 9 петель полупатентного узора. Три изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали 33 ряд, переворачиваем 34 ряд, вяжем по узору. 35 ряд у нас, девочки, с вами сейчас будет, мы уже вязали эти ряды, такой же, как 15, да, там 17, 19 ряды, то есть это то же самое. Я показываю 35 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 9 петель полупатентной резинки, снова 3 изнаночные, 9 петель полупатентной резинки, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, 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 лицевая. То есть на месте нашей косы теперь тоже будет полупатентная резинка. Далее вяжем 3 изнаночные, 9 петель полупатентного узора, и 3 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем и 36 ряд вяжем по узору. 37, девочки, 39 ряды мы будем вязать как 35. Вот то же самое, как я вам сейчас показывала. То есть здесь у нас идет полупатентный узор, а между полупатентными узорами везде идут 3 изнаночные. Вот и все. Вот и вся сложность этих рядов. Затем у нас с вами 40 ряд является заключительным в раппорте, да, и потом повтор идет с первого ряда. То есть вот таким образом формируется данный узор. Итак, мои хорошие, мы с вами завершили раппорт узора. Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность вязания. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Обдаем горячим паром наш образец и тянем его. Тянем энергично, он становится влажным и податливым. Очень податливый. Это очень важно сделать, девочки, потому что после стирки любой образец, ну вообще любое вязаное полотно, всегда нам надо на крайние петли обратить внимание, поскольку они, видите, у нас закругляются, и их надо выпрямить, потому что я кромочные петли тоже, они у меня будут сейчас в расчетах участвовать. Еще разочек обдаем и еще раз давайте потянем в разные стороны, по горизонтали, по вертикали.
Теперь в расправленном виде оставляем сохнуть наш узор. И затем будем делать расчеты. Все. Итак, наша задача, девочки, сейчас измерить плотность. Берем наш высохший образец. Вот как он теперь смотрится. Давайте прикладываем линеечку. Линеечку прикладываем. Измеряем ширину. Ну, вот у меня вместе с кромочными 20 сантиметров получилось. И давайте посмотрим. 41 петля участвует в узоре. Разделить на 20 сантиметров. Ну, в общем-то, цифра 2 у нас ровно получается. И запишем, что в 1 сантиметре 2 петли получается. Да? Такая плотность по горизонтали. Пишем 1 сантиметр равен 2 петли. Так, дальше вертикальную плотность измеряем. Берем наш также образец и измеряем его длину. Длина 19 сантиметров. Считаем, сколько рядов в образце. У меня получается 45 рядов, потому что я еще здесь 2 ряда вязала вспомогательные. Я не говорила вам об этом. 45, поэтому они 43. 45 и мы разделим на 19 сантиметров. В общем, вот такая плотность по вертикали. Запишем, давайте, 2,35, чтобы быть более точными. Да? В 1 сантиметре 2,35 ряда умещается. Вот такая плотность по вертикали будет использоваться в расчетах. А сейчас давайте посмотрим выкройку узора. Вот такую выкройку мы будем сегодня использовать в расчетах наших. И давайте сразу про размеры. Значит, будем сегодня рассматривать с вами расчет для размеров 42, 44. Это, сразу оговариваюсь, российские размеры. 46, 48, 50, 52. У нас с вами будет сегодня делаться расчеты на эти данные размеры. Вязаться все детали будут снизу вверх. Все детали вяжутся раздельно. И в конце идет сборка. То есть мы сшиваем все детали. Обо всем этом более детально и подробно есть инструкция по вязанию под видео. Там посмотрите, пожалуйста. Так, ну а мы с вами начинаем с того, что я рассказываю. Планка у нас будет с вами у спинки переда. Такая чисто импровизированная, всего 2 сантиметра, резинкой 1 на 1 она вяжется. И затем в последнем изнаночном ряду мы делаем прибавки, 10 петель прибавляем равномерно и вяжем узор. Узор будем распределять 101, 109, 117 петель, а на резинку на 10 петель меньше. И давайте теперь детально объясню вам, почему именно столько петель и как распределяем узоры. Вот сюда мы обращаемся и смотрим. Смотрите, ширина спинки переда для 42-44 размера будет у нас 50,5 сантиметров. И это 101 петля у меня получилась. Петли распределяем следующим образом. 4 раппорта подряд. 3 изнаночные для симметрии, кромочные справа, кромочные слева. В сумме 101 петля. Смотрите, пожалуйста, 24 петли – это наш раппорт узора отсюда до сюда, да? Вот 3 изнаночные, то есть вот как у нас справа начинался узор, мы его должны закончить так же, как справа начинался. Так, это понятно, да? Далее, как определила я 101 петлю? Ну, у нас с вами плотность есть по вертикали и по горизонтали. Помните, только что считали, в 1 сантиметре 2 петли. Я наши сантиметры 50,5 умножила на плотность 2, получила 101 петлю. Таким же образом я считала для других размеров. Для 46-48 ширина спинки переда 54,5 сантиметра. Умножить на 2 это будет 109 петель.
И петли распределились для второго размера следующим образом. Значит, 4 раппорта у нас с вами так и есть, 3 изнаночные, так и есть, крайне левые для симметрии, но с двух сторон я добавил по 4 лицевые. То есть начинаем кромочные 4 лицевые, вяжем 4 раппорта подряд по 24 петли, 3 изнаночные для симметрии и 4 лицевые кромочные. В сумме 109 петель. Спинка перед вяжется одинаково, еще раз повторюсь. Для 52-50 размера ширину мы спинки переда берем 58,5 сантиметров. И это 117 петель, то есть мы умножаем на плотность 2, получаем 117. И распределяем узоры следующим образом. Значит, вместо 4 лицевых будет 8 лицевых, также 4 раппорта подряд, 3 изнаночные для симметрии и опять заканчиваем 8 лицевых. Кромочные справа-слева. В сумме это 117 петель. Понятно, да? То есть вот таким образом у меня распределились узоры. Везде 4 раппорта подряд, ну и здесь добавляются петли, где сколько требуется. Дальше. У меня будет такая импровизированная квадратная пройма. Я ее увидела у модели, когда разглядывала. Вот. И я сделала, значит, для первого размера всего 3 петельки. Нам позволяет узор убавить безболезненно. То есть вот эти 3 изнаночные убрать, да, справа-слева. Вот. Для второго размера 6 петелек мы сделаем импровизированную пройму. И для большого размера 9 петелек вполне можем пожертвовать. По узору у нас позволяет. Здесь вот для третьего размера 8 лицевых уберутся и 1 изнаночная. Да? Узор никак не затрагивает. Здесь 6 петель тоже мы можем себе позволить, 4 лицевые и 2 изнаночные. Здесь у нас 3 изнаночные, раппорт начинается. Так, в общем, все очень хорошо получается. Дальше. Дальше следующим образом. Все вот эти вот моменты, на какой высоте мы формируем пройму, на какой высоте мы делаем вырез горловины, у меня более детально расписаны в моей инструкции под видео. Здесь я сейчас вскользь только этого коснусь. Общая длина изделия я выполнила 58, 59, 60 сантиметров, зависит от размера. Вот. И у меня получилось, если такая длина изделия, то от нашей планочки до проймы 37 сантиметров. И это все я перевела в ряды. Сразу же говорю про вертикальную плотность. Мы ее применяем для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось, если вы будете его вязать и измерять сантиметрами. Пожалуйста, измеряйте рядами свое полотно. То есть считайте ряды, сколько у вас будет в расчетах. Столько рядов и вяжите. 37 сантиметров я умножала на нашу плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,35 ряда. Смотрите. 37 сантиметров на 2,35 это будет, ух ты, 37 умножить на 2,35, вот, пожалуйста, 86 рядов, как у меня в расчетах. Все вертикальные размеры, девочки, надо переводить в ряды, вязать, руководствуясь рядами. На определенной также высоте у нас будет формироваться вырез горловины спинки и вырез горловины переда. Собственно, спинка и перед у нас различаются лишь глубиной выреза. У спинки 2 см, у переда 6,5 см глубина выреза. Как сформировать вот это красивое закругление, также в описании, в инструкции все есть. Более детально там я рассказываю об этом. Здесь же я просто скажу, что на вырез горловины первый размер я выделила 37, второй размер 39 и 41 петлю. Считала путем умножения ширины выреза на плотность по горизонтали. Так, с этим все понятно. И у меня получилось одинаковое количество петель на все размеры, 29. С учетом вот нашего вот этого импровизированного выреза. Спущенный рукав все равно будет присутствовать в той или иной степени. Вот это спущенное плечо будет все равно спускаться.
Теперь давайте с вами переходим к рукаву. У рукавчика вы видели, здесь пышный фонарик после манжеты, да, идет. Поэтому у нас сразу будет большая прибавка после резинки. Планка у нас высокая, у рукава 10 сантиметров высотой, резинкой 1 на 1 вяжется. Общая длина рукава у меня 46,5, мерка, которая должна вами быть индивидуально измерена. Обязательно уточните для себя свою нужную длину рукава. У меня средний показатель, и я для примера вам сейчас рассказываю. Значит, смотрите, скос плеча, скос рукава мы делать для первого размера вообще не будем, поскольку после того, как мы свяжем планку в последнем изнаночном ряду, практически в каждом, получается, в каждую петлю мы делаем из одной петли 2. Нам надо добиться 77 петель, чтобы оказалось на все размеры, девочки. Но не в каждую петлю, но практически в каждую петлю мы каждую петлю удваиваем. Нам надо, чтобы было 77. Вот. И распределяются наши узоры сразу же после этих прибавок следующим образом. 3 раппорта, 3 изнаночных для симметрии и кромочные. Это в сумме дает 77 петель. Вот таким образом. Так, и вот мы вяжем, вяжем, вяжем. Для второго и третьего размера я сделала, значит, надо будет прибавить вот 2 петли для второго размера, 2 петли надо будет прибавить по скосу в каждом 43-м ряду. Для третьего размера получается 4 петли надо будет равномерно прибавить для скоса в каждом 21-м ряду. Это в моем случае. Считала как? Смотрите, если 4 петли, мы вот эти 86 рядов высоту скоса делим на 4. И получается число 21. В каждом 21 ряду прибавка, то есть по одной петле 4 раза прибавляем. В итоге должно получиться, первый размер 77 так и остается, для второго размера 81 петля, для третьего 85 петель. Считала также ширину вот этого рукава. В нашем случае высота проймы составляла 19, 20, 21 петлю в зависимости от размеров. И я эти величины удваивала и умножала на плотность по горизонтали тоже 2. Получилось вот такое количество петель. Сделала нечетное количество петель, потому что нам узор требует такого, потому что все время добавляется 3 изнаночные, получается нечетное число в количестве петель. Везде вы видите 101, 109, 117, 77. Таково требует узор. Поэтому вот такой вот расклад попетельный у меня получился. В принципе, ничего сверхъестественного нет. Все мы такое с вами много раз уже вязали, проходили, разбирали. Все, в принципе, однотипно. Но если только вы не какой-то там прямо совсем начинающий, да? Совсем нет у вас никакого опыта вязания плечевых изделий. Но это особый случай. Вряд ли вы возьметесь за вязание такого джемпера сразу, да? Наверное, что-то попроще, типа какой-нибудь там узорчик не такой глобальный, да? Девочки, я желаю вам удачи и, в общем-то, до новых встреч. Инструкция по вязанию смотрите, как всегда я говорю, под видео. До свидания.